Когда эта девочка очнулась после пятилетней комы, все были счастливы. Но как только она увидела свою маму, она закричала и попросила ее уйти. Затем она рассказала врачу кое-что ужасное об этой женщине. Александр и Анна были красивой и любящей парой. У них был мирный и счастливый дом, но их жизнь превратилась в сущий ад, когда их дочь София внезапно заболела. У нее начались ужасные головные боли, бессонные ночи и усталость. Через несколько дней ее состояние ухудшилось, и родители срочно доставили ее в больницу. Несколько дней спустя у Софии диагностировали энцефалит — воспаление активных тканей головного мозга, вызванное инфекцией или аутоиммунной реакцией. Несмотря на надлежащий уход, состояние Софии не улучшалось. Довольно скоро она потеряла подвижность. Шли дни, ее состояние ухудшалось, и она впала в кому. Александр и Анна были опустошены. К сожалению, все, что они могли сделать, это наблюдать, как их дочь беспомощно лежит на больничной койке. Анна не могла понять, почему с ее дочерью случилась такая трагедия. Раньше она была энергичной и здоровой, а потом неожиданно впала в кому. Все это повлияло на нее морально и физически. Она начала терять вес и потеряла интерес к занятиям, которые раньше приносили ей радость. Александр, напротив, был жизнерадостным человеком. Он встречался с разными врачами и консультантами в надежде найти решение проблемы своей дочери. К сожалению, все его усилия оказались безуспешными. Проходили месяцы, но София оставалась в вегетативном состоянии. Ей было всего 7 лет, но она переживала трудности, с которыми большинству взрослых не доводилось сталкиваться даже за всю свою жизнь. Пока супруги надеялись, что все наладится, врач вызвал их к себе в кабинет и сказал, что девочка останется в коме до конца своей жизни. Что еще хуже, он сказал им, что Софию уже ничего не спасет, и посоветовал отвезти ее домой и надеяться на чудо. Не имея другого выбора, они забрали ребенка домой и заботились о ней. 5 лет спустя Софии было 12 лет, а это означало, что она провела 5 лет своей жизни в этом ужаснейшем состоянии. Несмотря на все это, Александр не терял надежды и продолжал заботиться о своей дочери. Каждое утро он пел для нее и нежно гладил ее по волосам, обливаясь слезами. Он верил, что его любовь и забота помогут ей вернуться к жизни. К сожалению, Анна не была такой жизнерадостной, как ее муж, и стала тенью прежней себя. Она не была продуктивна на работе, поэтому ее уволили. Она плакала утром и ночью и стала агрессивной по отношению ко всем, особенно к Александру. Анна выплеснула на него свою боль и разочарование. Однажды вечером Александр разозлился на нее. «Тебе нужно взять себя в руки. Ты не та женщина, на которой я женился. Когда мы в последний раз проводили время вместе?» — прокричал он. «Да, я изменилась. Вот что происходит, когда твоя дочь 5 лет находится в коме. Я ненавижу это. Я ненавижу свою жизнь. Я устала!» — прокричала в ответ Анна. Довольно скоро Анна начала испытывать неприязнь к своей дочери. Она чувствовала, что ее болезнь отнимает у них радость и счастье, которые когда-то были в их семье. Однажды Анна потеряла контроль над своими эмоциями и пошла в комнату Софии. Она презрительно посмотрела на нее и со слезами на глазах наговорила ужасных слов своей дорогой дочери. Если бы она только знала, что эти слова деморализуют ее. Произнеся эти слова, Анна убежала в свою комнату и выплакала всю душу. Однажды ночью Анна снова потеряла контроль над собой и попыталась покончить с собой. Александр помешал ей причинить себе вред и отвез ее в больницу. Она была госпитализирована, и с помощью психолога ее состояние улучшилось. Александр проводил много времени рядом с ней, и постепенно
Анна вновь обрела надежду на будущее. Через несколько месяцев после того, как они наняли няню по имени Марина, произошло нечто невероятное. Марина услышала, как София попыталась заговорить. Она бросилась к ней, и девочка открыла глаза. Родители срочно доставили ее в больницу. Через несколько недель София наконец смогла говорить, и тут произошло нечто неожиданное. Как только София увидела свою мать, она закричала и попросила ее немедленно уйти. Врач осторожно спросил ее, почему она не хочет видеть свою маму. Ответ девочки был ужасающим. «Моя мама ненавидит меня, и теперь я тоже не люблю ее», — сказала девочка. Затем она рассказала врачу, что пока была в коме, осознавала все, что происходило. Услышав слова доктора, глаза Анны наполнились слезами, и она горько пожалела о своих словах. Каждое утро она посылала Софии открытки ручной работы со словом «Прости». Через неделю Анна решила извиниться лично. София со слезами на глазах сказала: «Мамочка, я прощаю тебя». Месяц спустя Софию выписали из больницы. Она еще не могла ходить, но врачи заверили ее, что скоро она встанет на ноги. Родители оказывали ей всю необходимую поддержку. И снова они были счастливой семьей. Теперь Анна понимала ценность каждого момента, проведенного с дочерью, и клялась никогда больше не допускать, чтобы ее чувства взяли верх над разумом и сердцем. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.